Молодой парень по имени Джек, работающий лифтером в небоскребе, решил сделать ставку на футбол. По совету знакомого, у которого была инсайдерская информация, нужно было ставить на крупную победу хозяев поля. Лифтер поставил все свои деньги, еще и занял несколько тысяч долларов у друзей. Он сделал ставку на гол хозяев поля, чтобы сильно не рисковать. Но игра закончилась нулевой ничьей. Обозленный на весь белый свет, Джек пришел на работу и дождался, когда на верхних этажах небоскреба в лифты зайдут люди. Затем отключил все тормоза. Лифты на бешеной скорости помчались вниз. Студент Андрей часами сидел за прохождением страшных игр, типа Резидента Ивила. Однако это не мешало ему успешно учиться в универе. Вот и сегодня, на улице жара, а он сидит у компа. Андрей поставил на скачивание последнее обновление игры и побежал по пустому коридору общежития на улицу, чтобы купить в киоске прохладной воды. Студенты давно разъехались на каникулы, поэтому играть никто не мешал. Вернувшись в свою комнату, Андрей решил, что ошибся дверью, так как обстановка в ней была совершенно другая. Он вышел назад и оказался в коридоре, заляпанном кровью, в конце которого стоял зомби. Андрей понял, что каким-то образом попал внутрь игры. На абсолютно ровном участке трассы увеличилось число дорожных аварий. Преимущественно аварии случались в темное время суток. Водители резко тормозили, словно впереди было неожиданное препятствие. Свидетели из встречных машин утверждали, что в момент аварии трасса была пустая, но пострадавших людей доставали из автомобилей, как из раздавленной консервной банки со шпротами. В полиции раздается звонок по телефону. Мужчина утверждает, что знает, в чем причина аварии, но требует за свою информацию солидное вознаграждение. У женщины ярко выраженная фобия. Она страшно боится темноты. Реакция ее организма совершенно непредсказуемая. Однажды она разбила окно и выпрыгнула со второго этажа из своего офиса после того, как в здании вечером отключили свет. Позже она объяснила свой поступок тем, что стала задыхаться в темноте, и ей срочно был нужен свежий воздух. Маньяк выбрал своей жертвой эту женщину. Он давно за ней наблюдал и дождался подходящего момента, когда она зашла в лифт своего многоэтажного дома. Но он не знал, что у него клаустрофобия, боязнь тесных помещений без окон. В здании гаснет свет, и лифт останавливается между этажами.